Ждать еще немного, и скоро придет весна. Приятных солнечных дней становится все больше. И несмотря на холодные ночи, дневная температура уже более комфортная. Между двумя рабочими сменами у меня выдался единственный выходной, но я знаю, чего я сегодня хочу. Это успеть погулять по зимнему лесу и съесть бургер. И все это одновременно и побольше. Лес манит нас в любую погоду. Но сегодня природа почувствовала мои желания и сделала подарок. Теплое зимнее утро. Отсутствие ветра. На небе проглядывает солнце, а медленно плывущие облака лишь добавляют красок в эти лесные пейзажи. В этот зимний день я вновь оказался у лесного ручья. Это медленный поток чистейшей воды. И эта вода насыщена силой самой природы и сильно отличается от того, что течет из крана у нас дома. Эта вода дает нам больше энергии и действительно имеет настоящий вкус. Зимой этот ручей сильно преобразился. Ветви трав и кустарника около ручья покрылись серебристым инеем и снежным рисунком. Эта картина завораживает и придает особое волшебство этому моменту. Здесь, у ручья, царят гармония и покой. Снежный рисунок на ветвях, спокойно текущая вода в ручье и пар выдыхаемого мною воздуха. Вместе они создают одну нереальную сцену этого зимнего леса. Я сижу и смотрю на рисунок зимы. Крошечные снежные нити и ледяные иголки, каждая из которых имеет свой неповторимый рисунок. Разглядывая их, можно потратить много времени. Но если прикоснуться к тонкой ветке, то ты увидишь, насколько хрупка эта красота. Снег с ветки быстро осыпается, а ценность того, что ты видишь сейчас, только растет из-за осознания недолгой жизни этого зимнего рисунка. Меня удивляет то, что, несмотря на холодную зиму, на фоне ручья мы видим, как пробивается на дне зеленые травинки. Ручей надежно бережет их. Прогулка по лесу продолжается.
Зимний лес создает чувство нереальности и привлекает людей своей таинственностью. Как и всегда, эти лесные тропинки дают нам чувство свободы и покоя. Это то, что нужно после суток работы. В городе любой может почувствовать себя большим человеком, но деревья и бескрайний лес показывают, насколько ты мал в этом мире и насколько ты жив сейчас. Снежный лес, он настоящий, чистый и живой, как и ты. Он не друг и не враг, а просто позволяет тебе почувствовать себя человеком и возвращает наш разум в состояние полного равновесия. Зимняя природа – это то, о чем можно рассказывать очень долго. Но вся красота таится в простоте. Ты просто гуляешь по лесу и разглядываешь все вокруг в мелочах. Снег, иголки на ветках ели, бесконечные стволы деревьев. Идешь и думаешь, хорошо, что мы не деревья. Мы можем идти куда угодно. Главное – начать свое движение. Как всегда, время идет, и вот уже пора готовить обед. Я ищу подходящую стоянку и расчищаю снег. Для того, чтобы добавить тепла и погреть ноги, я развожу небольшой костер из сухих веток, которые я наломал совсем недалеко с упавшего дерева. Оно было очень сухим, и даже топор не пригодился. Костер быстро занялся, издавая приятное потрескивание. Сегодня я буду готовить бургер в лесной чаще. Бургер – это красиво и быстро. Такое блюдо придаст нашему походу особую атмосферу, а пара порций сможет заменить полноценный сытный обед. Стол и плита уже давно готовы. На разогретую сковороду я помещаю котлеты из фарша индейки. Что может быть лучше, чем приготовить еду в сосновом лесу, покрытом снегом? И когда ты смотришь на все это, конечно, хочется, чтобы твой обед был посочнее, да потолще. Поэтому я, как всегда, не тороплюсь. Готовлю и любуюсь окружающим меня лесом. Сочетание дыма от костра с ароматами зимнего хвойного леса под приятное шипение кипящего масла перемешивается с запахом жареного мяса. А рядом ощущается тепло, идущее от костра. Аппетит разыгрался, но я терплю. Делать это легко, когда кругом красивый лес. Я хочу сделать бургер не только вкусно, но и красиво. Он должен быть свежим и горячим. Поэтому, пока готовится фарш, я порежу другую начинку. Нарезаем полукольцами фиолетовый репчатый лук. Готовим листья зеленого салата, перец и горчичный соус. Кольцами
нарезаю свежий красный томат. Перед тем, как собрать бургер, обязательно обжариваю пышную булку, разделенную на две части, до появления хрустящей корочки. Все готово. Смотрю на готовое блюдо, окружающий меня зимний лес. Радуюсь такому прекрасному моменту. Но дальше, конечно, я все быстро съедаю. Тарелка пуста, бургера как и не бывало. Пришло время пить чай. Готовим воду из лесного ручья и завариваю туда смесь чая. Я нарезаю тонкими ломтями это лимон и апельсин. Нарезаю их кольцами и добавляю прямо в кипящую с чаем кастрюлю. Когда чай немного остынет, налью его в кружку и добавлю мед. Такой напиток на свежем воздухе, зимой, дает особую атмосферу и чувство радости. Тепло от каждого глотка расходится по нашему телу до самых кончиков пальцев. В этот зимний день очень приятно сидеть у костра и сушить промокшую в глубоком снегу обувь. Костер дает нам особую атмосферу. Я сижу, пью чай, наблюдаю за огнем и слушаю потрескивание сухих дров. Элемент огня, он есть в каждом из нас. Это наш внутренний огонь. Это наши заботы, наша злость, гнев и зависть. Огонь костра очищает нас от всего этого и забирает все негативные проблемы на себя. Время, проведенное в зимнем лесу, у теплого костра, за кружкой вкусного чая с медом, тянется гораздо дольше, чем время на наших часах. Такие моменты остаются в памяти навсегда. Их уже не забыть. И когда-нибудь, когда тебе будет грустно, ты будешь возвращаться к ним снова и снова. Не забудьте поставить лайк, чтобы это видео дошло до кого-нибудь еще. Подпишитесь на мой канал и оставьте короткий комментарий. И скоро мы встретимся опять.